Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Сегодня 1 декабря, первый день зимы, с чем вас и поздравляю. Вышли в ночь данные на PSOT FTC, сейчас мы с вами их рассмотрим. Также рассмотрим позиции на форсе. И исходя из этого проанализируем, подумаем, куда пойдет российский фондовый рынок на открытии ММВБ. Так, ну вот давайте начнем. SOTS FTC по меди 73,8 тысячи. Это позиции американских спекулянтов, трейдеров, так называемые консолидированные. Текущее изменение указывает на то, что по нефти идет положительный тренд, но вот это достигнутое значение, оно может послужить точкой разворота в ближайшие недели 2-3 и корректирующим откатом цен на медь. Так, далее позиции по сырой нефти. Здесь идет рост лонгов. С 480 тысяч выросли на 522 тысячи позиций американских спекулянтов. Ну, на что это указывает? Это указывает на то, что позитивные ожидания по цене на нефть мы с вами видим из графика. Продолжается рост. И, по-видимому, здесь уже сразу закладывается на то, что переговоры ОПЕК плюс дадут позитивный результат. И цена на нефть уйдет выше $50 за баррель в диапазон 54-56 по бренду. Так, ну вот продовольствие, кукуруза, пшеница. Ну, я этими вопросами особо сейчас не занимаюсь. Раньше когда-то занимался. Вот. На что хотел обратить внимание. С продовольствием сейчас будет ситуация очень непростая. На то есть ряд причин. Во-первых, плохой урожай. Во-вторых, нарушение логистических цепочек. Попытки со стороны поставщиков продовольствия вводить различные эмбарго, ограничения на экспорт. И поэтому мы можем получить, в общем-то, очень такой неприятный ралли по commodities, которые связаны именно с продовольствием. Почему же оно неприятное? Ну, потому что все завязано на стоимости продовольствия. И, соответственно, если пойдет рост этих активов, то это приведет к тому, что будут расти вообще все цены. Так, ну далее золото. По золоту лонги уменьшились, но все-таки с моей точки зрения по золоту сейчас боковик. Я никого не призываю там накупать золото, тем более с плечами. Но вот то, что цена остановилась, не пошла ниже 1750, это, вероятно, указывает на то, что здесь будет набор позиций и, возможно, отскок. Опять же, обращаю внимание, пробитие 1767, потом 1750 открывает фактически бездонное движение на 1500 по золоту. Так, далее NASDAQ. Здесь наращивают шорты и особо ничего позитивного по NASDAQ, по высокотехнологическому сектору не ждут. Ну, здесь отчасти ситуация связана с перекладкой в другие активы, потому что фанмак уже разогнали, и поэтому надо что-то другое догнать до необходимой кондиции. Природный газ. Здесь порезали лонги, но ожидают, что зима будет не столь холодной. Опять же, то, что мы имели возможность наблюдать по природному газу. Вот соты позиции американских спекулянтов. Здесь пик пришелся на октябрь. Изначально предполагалось, что в ноябре будет рост цен. Но здесь ситуация, которая произошла с ожиданием по поводу климата, по поводу того, какая будет зима, они, по-видимому, ведут к сокращению запасов. Опять же, здесь тоже противоречивая информация по поводу ожиданий по зиме, потому что одни дают упорный прогноз, что все-таки зима будет очень жестокой и холодной, но в то же время, там, скажем так, те источники, которые с моей точки зрения являются доверенными, они прогнозируют, что зима будет теплой. Если у вас на этот счет есть какая-то информация, которая с вашей точки зрения достоверна, я был бы признателен, если бы вы в комментариях под видео свою точку зрения изложили и, возможно, привели ссылку на источники. Так, далее у нас идет S&P. По S&P ситуация тревожная. Ожидают, что S&P будет проседать, потому что из лонгов перешли в шорты. Так, ну по серебру ожидание боковика, то есть что серебро будет колебаться. В этом плане
по серебру ожидания, они более устойчивы, чем по золоту. Соевые бобы, но опять, все, что связано с продовольствием, оно, вот как вы видите, растет. По канадскому доллару порезали шорты, то есть ожидают его укрепления. Далее по японской иене нарастили лонги. Вот. А по рублю идет сокращение шортов. То есть ожидают рост рубля. Но опять же, здесь сейчас на текущий момент, с моей точки зрения, вот эти цифры по рублю, они не показательны. Вот если будет пересечение нуля, тогда можно будет о чем-то говорить. Почему я так думаю? До этого вот эти значения, они были на уровне десятков. Сейчас они на уровне там флуктуации около нуля. На фоне ожидания санкций, по-видимому, побросали рублевые активы, повыходили. Вот сейчас, соответственно, если включается риск-он и действительно начнется приток в Россию, ну мало ли что, чудеса всякие бывают в жизни, то тогда, конечно, мы увидим значительный рост лонгов по рублю, и это будет указывать на то, что по рублю действительно будет происходить укрепление рубля к доллару и евро. Этот процесс, с моей точки зрения, запустится, если мы пересечем 0 и из шортов перейдем в лонговую зону. Так, далее евро. Ну, по евро, сами видите, было 134 тысячи, стало 138. По евро здесь идет отскок и ожидание роста. Вопрос закреплений выше 1,2. Если таковое происходит, следующая цель 1,235. Далее позиции по фьючерсам на ММВБ. Начнем давайте с РТС. Вот здесь у нас юрики порезали лонги, порезали шорты. Но лонгов как-то порезали больше. Поэтому здесь, ну, все-таки я склоняюсь к тому, что будет боковик. Хотя как бы на начальном этапе ожидают, что РТС будет немножко проседать. Юрики ожидают. Ну а движение актива, оно очень часто в большей степени коррелирует именно с ожиданиями юридических лиц. Имеется в виду в начале дня или в течение дня. Сбербанк. Здесь ставка на то, что Сбербанк будет расти. Ну, по крайней мере, двигаться в район 252. Газпром. Здесь ставка на то, что Газпром будет проседать. По Газпрому, ну там действительно, если посмотреть и отчетности, и новости почитать, там какой-то кромешный ад. И с этим Северным потоком, и с тем, что у него, ну как бы, происходит операционная деятельность финансовая. Но с другой стороны, чудеса бывают же на Рождество. Может быть и запулят на 226. Но опять же, вот по Газпрому я все-таки думаю, что здесь надо внутри дня действовать. Потому что, да, как бы есть наверху цели, которые с высокой степенью вероятности будут отработаны. Но вот этот новостной фон, он просто, что называется, до дрожи. Так, ВТБ, ну здесь не очень показательны вот эти позиции, но тем не менее, вроде как на текущий момент ожидают проторговку по акциям ВТБ, ну по фьючерсам, по акциям. Лукойл. Здесь ожидание, что акции Лукойла будут проседать. Но здесь на самом деле ситуация непростая. Вопрос в том, что будет с нефтью. Норникель. Здесь ставка на то, что они будут корректироваться, проседать. Но с учетом размерности, я думаю, все-таки здесь, наверное, мы получим по норильскому никелю боковик. Так, далее фьючерс евро-рубль. Ну, здесь ставка, я думаю, наверное, все-таки в большей степени на боковик. Хотя шортов порезали побольше, поэтому, наверное, какой-то задерг на ослабление рубля с утра будет. Вот. Но опять же, это ожидание юридических лиц. Сейчас по графику мы с вами посмотрим, какое движение наиболее вероятно. Евро-доллар США. Вот здесь сделали ставку на то, что евро откатится и будет корректироваться. Фунт доллар США. Здесь тоже ставка на то, что фунт будет корректироваться, он откатится. Хотя вот в среднесрочной перспективе лонги зашкаливают по фунту. То есть все-таки делают ставку на то, что фунт будет укрепляться. Вот. Но эти ставки, они ротируются раз в квартал, то есть там, по-моему, 18 декабря или 17 декабря по нему исполнение, вот дата. По нефти ожидания российских юридических лиц не оптимистичны.
лонги порезали, шорты нарастили, то есть ждут, что будет движение вниз. Но здесь на самом деле все зависит от решения ОПЕК. Если все проявят несговорчивость, принципиальную несговорчивость, то, конечно же, по нефти мы увидим откат и движение по бренту 45 и даже, возможно, ниже. Серебро, фьючерсы на серебро, но здесь ставка на то, что будет консолидация, проторговка. Так, а вот по золоту вроде как хотят его немножко наверх отправить. Но, по-видимому, речь идет об уровне в районе 1790, возможно, поскольку шорты достаточно изрядно подрезали. Природный газ. Здесь юридические лица сделали ставку на рост природного газа. Но обращаю внимание, что вообще в целом тут шорты по природному газу юриков зашкаливают. И, наверное, все-таки, если принимать в расчет движение лонгов у американских спекулянтов, то, что по сотам мы видели, вот это, наверное, все-таки вполне здраво такая позиция по газу. Так, друзья, давайте перейдем к календарю событий. По Китаю индекс деловой активности в промсекторе PMI от Caixin вышел вообще отличный. Китай продолжает восстанавливаться, во всяком случае пока продолжает. Так, но сегодня в 9 утра индекс производственной активности PMI по России. Конечно, доллар и евро и с нефтью не начнут из-за этого в разные стороны ходить. Но тем не менее для нас это момент такой очень важный. В 11:55 индекс деловой активности в производственном секторе по Германии и изменение безработных Германии. Здесь вот это очень важно для евро и для движения евро против доллара. Так, в час индекс потребительских цен по Евросоюзу, по еврозоне. Раньше это очень важный был индикатор, сейчас, я думаю, его важность она несколько притупилась. Но его помечают как 3 звезды, но на самом деле, я думаю, его влияние сейчас не столь велико. Так, ну у нас 18:00 сегодня будет жарко, выступит Пауэлл. И индекс деловой активности в производственном секторе PMI по Соединенным Штатам. В 8 часов выступит Лагард, это опять же по евро может быть движуха, но что-то в последнее время она очень часто выступает. Так, друзья, ну вот рынок Китая торгуется с отскоком, пытается отбить то, что вчера просадка вот эта возникла. На самом деле просадка-то она была не такая существенная, конечно неприятная, потому что в минус ушли по сравнению с прошлой неделей. Но тут никаких ключевых уровней пока не повреждено. И поэтому есть все основания на фоне позитивных данных по китайскому PMI отскочить и сегодня отработать вот это значение максимальное, которое было вчера, 5060. Так, ну и вот еще заседание ОПЕК плюс перенесено на 3 декабря, на послезавтра. Но там есть ключевая идея, которая связана с тем, что те сокращения нефти, которые на текущий момент есть, их пролонгировать еще на 3 месяца. Есть определенные разногласия, потому что не все согласны с такой позицией Саудовской Аравии. Насколько мне известно, там основные ключевые споры идут между саудитами и Арабскими Эмиратами, и между саудитами и Россией. Но с моей точки зрения, вот этот перенос даты окончательного решения на 3 декабря, скорее всего, я так думаю, связано с ожиданием новостей по вакцинам, которые будут либо заявляться, либо регистрироваться. Потому что должна быть информация по Модерне, по AstraZeneca, и, видимо, ожидают, как будет воспринято обществом эти новости по поводу регистрации вакцин. И, исходя из этого, возможно, захотят не так сильно сокращать добычу. Ну, по крайней мере, я думаю, вот споры, которые там у них возникли, они, скорее всего, связаны с возможностью или невозможностью в той или иной степени восстановить добычу. А это, понятное дело, сейчас зависит либо от затухания коронавирусной эпидемии, либо от того, насколько оперативно сейчас поступят новости по вакцинам, по их уже регистрации и введению в эксплуатацию. Так, друзья, ну и вот, что касается американского фондового рынка SFD на фьючерс S&P, он сейчас в унисон с китайским пытается уйти наверх. Все зависит от того, как в ближайшее время будет
пробит уровень 3655-3660. Если он будет пробит, то нас ждет увлекательный поход наверх. Но, как известно, вчера возникла активизация трения между Китаем и Соединенными Штатами. Американцы захотели ввести еще санкции против Китая. Хотел показать вот достаточно интересную такую диаграммку относительно состояния торговли Китая с странами, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну либо относятся по каким-либо критериям к таковым, и Соединенных Штатов. Ну вот синяя ступенька это США, черная это Китай. Что мы здесь видим? Ну, в плане влияния Соединенных Штатов на регион, скажем так, ситуация она не в пользу Соединенных Штатов, потому что значительно больше товарооборот у этих стран именно с Китаем, а не с Соединенными Штатами. Есть только одно исключение, это, конечно же, Индия. Там приблизительно 50/50, но немножко Китай доминирует и немножко превышает товарооборот по сравнению с Соединенными Штатами. Но Индия, она как бы здесь стоит особняком, потому что как бы это не совсем страна Тихоокеанского региона, это раз. Во-вторых, у Индии, пожалуй, у нее самые напряженные отношения с Китаем. Тут ряд есть исторических подоплек и тысячекилометровая недемаркированная граница, где фактически непрекращающиеся военные столкновения происходят. Вот. И поэтому здесь, конечно, Соединенные Штаты будут пытаться на регион, я так предполагаю, влиять именно через Индию. Раньше это делалось активно через Японию, но сейчас Япония, она все больше и больше растворяется в финансовых объятиях Китая, и поэтому у Соединенных Штатов в ближайшее время будет усиление в регионе такого форпоста, как Индия. Вот. Ну и периодически, наверное, будут там обостряться всевозможные проблемы между Китаем и Индией, которые происходят из-за недемаркированной границы. Так, ну и вот ситуация с ковидом, которая весь мир и все фондовые площадки держит в напряжении. Если рассматривать мировой график новых случаев, то очевидно, что в связи с наступлением зимы в западном полушарии мы наблюдаем просадку. Возможно, текущее значение было максимальным, и сейчас все-таки, как я ранее предполагал, в конце ноября, в декабре произойдет откат и снижение новых случаев. Я, правда, не предполагал, что перед откатом будет такой рост, и поэтому даже тот откат, который сейчас немножко начинается, он не перекрывает случившегося роста в плане распространения этой эпидемии. Вот. Ну и видим, что ситуация становится лучше и в Соединенных Штатах, и в России. Вот. Но в России не в такой степени. У нас что-то вообще его разогнали очень сильно. Вот. А в Соединенных Штатах определенные успехи в части снижения новых случаев, они отслеживаются. Так, друзья, далее бренд. Вот здесь у нас, видите, как идет плотное поджатие к диапазону 47,5-47. Соты указывают на то, что есть ожидание по росту нефти дальнейшему на 50 и выше. Но я думаю, сейчас ситуация будет решаться в части пробития, не пробития вот этого диапазона, о котором мы говорили вчера и до этого. Здесь, я так думаю, во многом определяющий фактор это та информация, те новости по вакцинам, по их регистрации, которые на этой неделе ожидаются. Потому как если успешно произойдет и пойдет у AstraZeneca, если будут позитивная информация по Модерне, то мы можем вполне увидеть очень быстрое движение на 50 и далее. Если случится какой-то сбой или какие-то сомнения в части реализации, регистрации и так далее, то мы увидим пробой вот этой магической цифры 47 по бренду и движение, первая цель которого будет 45. Сейчас 5.22 по Москве, и здесь у нас происходит коррекционный отскок, и цель этого отскока это движение на 48,4. Поскольку затягиваются переговоры в рамках ОПЕК+, в части сокращения добычи нефти, и это, я так думаю, связано с ожиданием новостей по вакцинам, вот, я думаю, мы, наверное, в этом коридоре и походим. То есть наиболее вероятный коридор движения сегодня это 48,4 и 47,3.
Вот. Надо помнить, что если будет пробой диапазона 47,5-47, это может привести к очень сильному движению вниз, ну, например, на 45, может быть даже и ниже. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Но здесь юридические лица российские сделали ставку на рост. Я думаю так, вот сейчас будет тестирование 1785-1787, и в случае пробития и закрепления мы уже сегодня можем увидеть движение, цель которого будет 1794. Вот. Сейчас здесь что интересно? Интересно то, что если вот отсюда пойдет все-таки коррекционный откат, и мы получим пробитие 1777,5, то у нас наиболее вероятно мы заляжем на дно и опять пойдем на 1767 тестировать вот этот сильный уровень. На текущий момент больше факторов указывает на то, что разовьется движение вверх, как минимум потестить вот этот диапазон. Так, друзья, далее доллар-рубль. Но у нас завтра традиционный аукцион ОФЗ размещения. Это один момент. Другой момент — нефть в подвешенном состоянии. И, соответственно, гэп, незакрытый гэп. Этот гэп будет манить и ждать, когда же нефть уйдет на 50, чтобы его закрыть. Вот. Но на текущий момент, я так думаю, давайте сразу часовик возьмем. Но у нас здесь намечается мероприятие. Если сейчас с утра все сведется к тому, что будет пробитие 76,2, то у нас отсюда разовьется движение, цель которого будет потестить 76, а может быть даже и 75,8. Вот сюда вот. Вот этот хвост, он будет не давать покоя. По крайней мере на протяжении этой недели. Если у нас таковое движение не разовьется на открытии, то у нас цель движения будет пробить 76,6 и, соответственно, сходить в район 76,9-77. Ну, без каких-то потрясений, я думаю, такое движение наверх сейчас, оно не очень вероятно. Но опять же, с учетом того, что пошел набор позиций в валюте, то если вот мы открываемся с гэпом, вот по аналогии с тем, что мы наблюдали в понедельник, вот, то получим такую же ситуацию, но потом будет такой же откат, и можно будет закупиться подешевле или перезайти. Так, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь немножко не доработали двойную вершину. Вот, и после этого откатились. Так, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь какой есть момент. Давайте возьмем дневной таймфрейм. Но здесь у нас было пробитие уровня 1942, прошу прощения, 1,1942. Вот, соответственно, здесь у нас в любой момент может быть задерг, цель которого будет 1,19. Вот сюда вот сходить. Потому что вот эта фаза движения, она не закончена. И если смотреть по дневке, у нас здесь, ну как бы уже сформировалась разворотная формация, которая в принципе может привести вот сюда на 1,1790. Но определенную фазу движения здесь не доделали. И вот то, что не добили оставшуюся фазу движения, вот это вся формация, она может превратиться в консолидацию и продолжить дальнейшее движение на 1,523 тысячных. 1,235 тысячных. 1,25 будет потом, если закрепимся на 1,235. Так, давайте часовик посмотрим, что у нас получается. Но у нас вот то, что этот уровень был пробит, 1,1940, это, конечно, негатив. Вот, но тем не менее его все равно затаскивают наверх. Сейчас, если мы здесь закрепляемся в районе 1,1955 и 1,1950, то по крайней мере краткосрочно отсюда, скорее всего, прямо сегодня или завтра произойдет движение, цель которого будет 1,1990, а дальше по ситуации. Вот. Если все-таки у нас сейчас пойдет повторный коррекционный откат и пробитие 1,1920, то в этой ситуации уже движение пойдет гораздо глубже, и здесь будет 1,19, возможно даже 1,1880. Вот этот диапазон. Вот, да, здесь 1,1942 пробили,
но все это может свестись к ложному пробою, поскольку здесь произошел очень хороший разворот. Вот, и поэтому сейчас, я думаю, наиболее вероятный сценарий — это движение вот сюда вот, на 1,1990. Так, ну и далее евро-рубль. Ну смотрите, вот у нас здесь очень важное значение 91. Вот если мы 91 сегодня не пробиваем и не закрепляемся, то следующая цель движения отсюда у нас находится на 91,85. Вот сюда вот, в этот диапазон. Так, ну и часовик здесь очень показателен по евро-рублю. Вот сейчас на открытии, если сразу будет пробой на объеме 91,2, то отсюда у нас сразу идет импульс движения как минимум на 91,6. Вот сюда вот. Если такого пробоя на открытии не возникает с закреплением позиции, то у нас будет тестирование 91. И вот в случае закрепления 90 под 91 у нас разовьется следующий импульс движения по тесте 90,75. Пока на текущий момент, я думаю, больше вероятность того, что движение будет наверх. Цель этого движения будет потестить на пробой 91,60. Вот это значение максимальное, которое было достигнуто. Так, друзья, ну все, это основные инструменты. Спасибо за внимание.